Всем привет! Меня зовут Мария, и я рада видеть вас на своем вязальном канале. В этом видео предлагаю вам связать со мной вот такую мужскую майку из льна. Такой вот лен. Метраж 430 метров в 100 граммах. Ниточка состоит из 6 тоненьких ниточек. Артикул это Лора Пиано. Спицы для основного полотна 2,5 я использовала, и номер 2 для обработки горловины, пройм, и по низу тут тоже чуть-чуть двоечку использовала. Плотность вот тут вот в лицевой глади основного полотна 28 петель и 34 ряда в квадрате 10 на 10 сантиметров. Как будем вязать? Сначала сверху вниз вяжется спинка. Вот тут укороченные ряды, дальше вяжется до вот этого вот места, и потом набираются полочки из плечевых скосов, здесь объединяется и опять вяжется до вот этого места. Здесь уже все вязание объединяется в круг, и до самого низа вяжем просто по кругу. Ну, обычное японское или диагональное плечо, только здесь у меня я немножко, шов здесь не выводила, то есть он внутри. Вот, и подгибы, обработка с помощью крючка или спиц. То есть здесь не нужно зашивать иглой. Размеры майки. Я вязала майку папе. Обхват груди подпишу под видео, еще не знаю точно. Но я вязала по футболке, у которой размер L. Ширина майки 53 сантиметра, вот ширина. Высота от самой высокой точки здесь по плечу и до низа 65 сантиметров. Высота от горловины переда 55 сантиметров. Росток 9 сантиметров. Пройма 22 сантиметра. Боковой шов вот этот от проймы и до низа вместе с подгибом 39 сантиметров. Плечевой скос, вот это расстояние, ширина его 12 сантиметров и ширина горловины 21 сантиметр. Далее предлагаю еще посмотреть фото примерки на модели. И начинаем вязать. Берем спицы 2,5, берем нитку и обычным способом набираем 54 петли. Набрали 54 петли, и теперь по схеме нужно расставить маркеры. 2 петли маркер, и таким образом всего 6 маркеров нужно расставить. Это для того, чтобы вывязать уголочки углубления горловины по спинке. Так, берем маркеры.
Кромочную мы не считаем. Кромочная не считается. 1, 2 и ставим маркер. И так еще 2 петли и еще 2. И так по 3 маркера с каждой стороны. Маркеры поставили. Теперь будем вязать, делая укороченные ряды и одновременно прибавляя петли для скосов. Прибавлять я буду просто, добавлять каждый раз по 2 петли с каждой стороны. Так, значит, первый ряд у нас будет изнаночный. Вяжем изнаночные петли. Провязали 2 петли, маркер снимаем. И теперь нужно развернуться. Я обвиваю петлю. Так вот с этой стороны. И разворачиваюсь. Теперь вяжем лицевыми. Так, кромочная. И добавляем 2 петли. Как я это делаю? Я просто одеваю такие петельки на спицу. С лицевой стороны это вот так. 1 и 2. С изнаночной стороны будет в другую сторону. Так, чтобы нитка была всегда на изнаночную сторону у нас уходила. Так, 2 петли добавили. Разворачиваемся. И вяжем до следующего маркера. Первая петля вот такая вот, смотрите, чтобы она не соскочила, потому что она просто вот как петелька. Ее по сути и нет, она просто обвивает спицу. Вяжем изнаночные. Так, дошли до обвитой петли. Поднимаем ее на спицу и провязываем вместе с изнаночной. Это будет первая, получается вторая, и вот у нас маркер. И опять нужно разворачиваться. Обвиваем петлю. И разворачиваемся. Так, вяжем петли лицевыми. Провязываем все петли тут и опять добавляем 2. Точно таким же способом. Хорошо затягивайте, чтобы петли были одинаковые. И опять вяжем до маркера. Почти довязали до маркера. Опять подхватываем обвитую петлю. Одеваем ее на спицу. И провязываем 2 вместе изнаночной.
Так, еще одна петля и последний маркер с этой стороны. И опять разворачиваемся точно таким же способом. Так, здесь уже все укороченные ряды мы провязали. Довязываем до конца и дальше уже с этой стороны будем вязать. Здесь такой край получается не очень презентабельный, но мы потом будем отступать тут, когда будем поднимать петли для полочки. Добавляем опять 2 петли. И вяжем изнаночные петли все до конца ряда. Маркеры эти пока что переснимаем. Встретимся тут. Так, довязали до конца ряда, пересняли маркеры. И теперь опять добавляем 2 петли, только уже по-другому. Не вот так, как мы делали, а в другую сторону заворачиваем, чтобы нитка, получается, оставалась сюда ближе. Перекрывала вот эту вот петлю и выходила на изнаночную сторону. Вот так. Вот, добавили 2 петли. И теперь вяжем наши укороченные ряды, только уже разворачиваемся по лицу. Дошли до маркера и обвиваем петлю. Лицевые мы обвиваем, получается, нитка за петлей остается и переходит наперед. Все петли изнаночные и опять прибавляем 2 петли. Я думаю, тут уже все понятно, как разворачиваться, как прибавлять. Всего нужно, получается, связать 30 рядов. Когда уже мы будем полностью вязать поворотными рядами, это уже будет 8-й ряд. Нужно 2 одинаковых уголочка провязать. И получается, прибавить нужно 15 раз по каждому скосу, чтобы здесь получилось 30 петель на скос плеча. И получается 30 рядов. Все просто. Вяжем 30 рядов. И там увидимся. Еще покажу, как обвитую петлю с лицевой стороны провязать. Тоже одеваем ее на спицу. Провязываем 2 вместе уже лицевой петлей. Довязали 30 рядов с прибавками по скосам. В каждом втором ряду по 2 петли мы добавляли. И вот последние 2 петли, это в 30 ряду получается. И теперь вяжем просто поворотными рядами по прямой. Где-то сантиметров 12-13, плюс-минус 40 рядов. Там уже посмотрим. Вяжем просто прямо, без прибавок. И
Итак, провязали от плечевого скоса 11 сантиметров. Я вставила спицы, потому что лен просто невероятно закручивается. От горловины спинки здесь 63 ряда, это 18 сантиметров, а здесь где-то 40-11 сантиметров. И теперь нужно делать уже прибавки на расширение. И будем делать прибавки в каждом ряду. Всего 17 раз. Как мы это делаем? Так, соберу спицы. То есть мы делаем прибавки и в лицевом ряду, и в изнаночном. Снимаем кромочную, провязываем одну лицевую и делаем прибавку. Накид на себя. То есть это получается правая сторона, накид в эту сторону. И вяжем все лицевые. Покажу еще как с другой стороны. Довязываем ряд. Так, и здесь накид только в другую сторону. Получается от себя. Вот так. Так, и теперь разворачиваемся и делаем опять прибавки уже по изнанке. То есть принцип похожий как реглан погон, когда мы вяжем в каждом ряду прибавки. Кромочную снимаем, изнаночная. Теперь нужно сделать накид. Чтобы не запутаться, ориентируйтесь на тот, который уже провязанный накид. То есть нужно сделать такой же. Вот так. А этот провязать скрещенный изнаночной. Ну и далее уже все понятно. Делаем в каждом ряду прибавки в виде накидов и провязываем их в следующем ряду скрещенными петлями. И после этого уже начнем полочки вывязывать. Сделали закругление по пройме на спинке, и я сделала частичное ВТО, чтобы оно не закручивалось. Значит, всего от горловины 80 рядов до вот этого места, где нужно уже соединять в круг. И в сантиметрах от горловины 22 сантиметра здесь. Вот эта высота. Теперь можно приступать к полочкам. Одну я уже вывязала частично. И теперь покажу, как поднимать петли по вот этому скосу. Будем поднимать из петель, которые вот прям возле края. Получается, мы вязали в эту сторону, лицевые дорожки в эту сторону, а если перевернуть, то здесь как бы тоже по вот этим лицевым дорожкам будем поднимать, как будто бы будет цельное полотно. Значит, берем спицы и нитку. Не имеет значения, какую полочку вязать первую. Можно правую, можно левую. Но начинать всегда нужно с этой стороны, чтобы удобнее было вязать. Первая петля здесь получается не кромочная, вот кромочная с краю, а мы будем поднимать из вот этой, то есть вот кромочная, а мы вот рядышком будем поднимать. Это будет первая. И всего нужно будет поднять 32 петли, на 2 больше, чем у нас рассчитано на плечевые скосы. Мы потом 2 эти петли убавим. Так, первая,
И вот соседняя с ней. И вот так вот поднимаем. Вот что получается, как будто бы продолжение вязания. Поднимаем так 32. Подняли 32 петли и вяжем 4 ряда. В пятом будем делать убавку. Это получается первый ряд. И всего 4 вяжем, и я покажу, как убавлять. Провязали 4 ряда. И теперь нужно сделать в пятом ряду первую убавку. Кромочную снимаем, лицевую провязываем. И следующие 2 просто вместе. И вот такая убавка. И следующую убавку нужно будет сделать в 11 ряду. Вот как я сделала здесь. Вот в 5 и вот в 11. И уже с 21 ряда здесь нужно будет прибавлять петли. 8 раз в каждом втором ряду и еще 8 в каждом ряду. Получается всего 16 петель. Мы прибавляем с одной стороны горловины переда. Здесь всего 44 ряда и всего 12 сантиметров вот этот участок будет. А с 21 ряда мы прибавляем. И здесь 2 убавки, чтобы выровнять количество петель, и плюс еще, чтобы здесь не было такого острого уголка от вот этого шва. Его сейчас уже практически не видно. Вот этот шов. Вяжем дальше. И дальше уже будем соединять 2 полочки. Связали частично 2 полочки. Вот наши прибавки. Вяжутся они аналогично, как и мы вязали здесь. Только здесь в каждом ряду. А здесь 8 в каждом втором и 8 в каждом. 44 ряда связали, и 45 будет объединяющий. Вяжем сначала петли, все петли правой полочки, и там уже будем добирать петли. Довязываем правую полочку, подхватываем наши непровязанные накиды, скрещенными провязываем. Так, довязали. Теперь желательно на спицу одеть левую полочку вот на эту, на левую. Одеваем обратно на спицу. Так, есть. Теперь добираем петли. Здесь мы прибавляли 16 с одной стороны и с другой вместе 32.
На горловину у нас 54 петли, 54 минус 32 будет 22. То есть 22 петли нужно добрать. Добираем таким же способом, как мы по скосу делали прибавки. То есть вот такой вот петлей. И затягиваем. Затягивайте потуже, чтобы петли у нас были одинаковые. И так 22 раза. Брали 22 петли и объединяем с левой полочкой. Здесь еще один есть у нас накид. Провязываем его скрещенной лицевой. И так вяжем до конца. Это первый ряд. И всего нужно будет связать по прямой 65 рядов. То есть вот от этого, это если от сюда, то 21 ряд. А если от плечевого шва, то нужно будет связать 65 рядов. Это приблизительно 24 сантиметра от плеча. И дальше уже после этого нужно будет сделать такое же закругление по пройме. Провязали от плеча 65 рядов и делаем прибавки. 17 прибавок в каждом ряду. И после этого уже будем объединять в круг и будем вязать по кругу нашу майку. Сделали закругление для проймы и по переду тоже. Тоже 17 прибавок в каждом ряду. И в сантиметрах получилось от горловины до низа 16 сантиметров, 38 рядов здесь. И от плечевого скоса вот этого всего 28 сантиметров, в рядах у меня 82. И теперь уже можно объединять в круг. Для этого нужно спинку опять одеть на спицы, так, чтобы можно было сразу вязать дальше. Одеваем спинку на спицу. Пересняли на спицу спинку. Вот вперед. И вяжем дальше. Подреза делать не будем. Тут и так достаточно широкое вот это углубление. Просто добавим одну петлю таким же способом, как и мы уже делали. И будем вязать эту петлю изнаночной. Будем делать имитацию шва. То есть все полотно будет лицевой гладью, и вот эти по бокам петли будут изнаночными. Вяжем дальше все петли. Никаких прибавок, убавок уже делать не будем, просто вяжем по кругу до нужной длины майки. После того, как мы соединили в круг наше вязание, провязали 120 рядов, в сантиметрах это плюс-минус 35. Вот наш ложный шов, одна изнаночная петля. И после этого, после того, как провязали 35 сантиметров, еще 6 рядов просто лицевой гладью по кругу без этого шва, то есть все лицевые. Далее перешли на спицы на полразмера меньше. Если были спицы 2,5, то теперь двойка. И на этих спицах номер 2 еще 5 рядов провязали лицевой гладью для того, чтобы сделать подгиб. И теперь будем делать подгиб.
Нитку не обрезаем. Для того, чтобы сделать подгиб, нужен крючок. У меня крючок 3 миллиметра. Я специально взяла чуть больше, чтобы не сильно стягивать полотно. Вот это маркер начала ряда, который после того, как мы перешли просто на чисто лицевую гладь, без этого ложного шва. Вот как он зацеплен. И теперь по нему будет легко, в принципе, и без маркера тут понятно, потому что у нас тут был шов, какую петлю нам нужно будет использовать. Вот переворачиваем вот так и ищем нужную нам петлю. Вот она. Ориентируемся на нее. То есть это первая петля нашей лицевой глади по кругу после шва. И дальше вот за вот этот вот ряд, который идет дальше, вот эти вот изнаночные, мы будем использовать. Можно, конечно, здесь проложить контрастной нитью, чтобы было легче и не сбиться с этого ряда. Но так как у меня пряжа лен, она не очень эластичная, будет тяжело подхватывать. Поэтому ориентируйтесь на вот эту петельку. И дальше уже все четко, которые идут за ней в этом ряду. Так, эту спицу можно чуть-чуть вытянуть, чтобы она не соскочила. И дальше берем крючок. И будем сразу же здесь привязывать этот подгиб и закрывать петли. Так, берем петлю первую. Еще можно как посчитать. То есть здесь у нас 6 рядов и плюс 5. Это 11 рядов. Вот можно по вот этим изнаночным петлям посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И 11 петля у нас используется. Первую мы снимаем со спицы. Так, чтобы она была не перекрученная. У меня петли стоят в эту сторону. Значит, я вот так разворачиваю. И дальше беру вот эту, которая у нас 11. Нитку. И вот так вместе их провязываю. Дальше следующую снимаю и ищу следующую в этой вот дорожке, которая идет, вот она, рядышком. Тут это немножко чуть вытянутая, но здесь видно, что это вот она идет. Следующая петля в этом ряду. И так же само 2 вместе провязываю крючком. Вот они провязались. И сразу же мы закрываем. Есть, закрыли. Теперь опять снимаю со спицы и уже третью ищу. Они немножко прячутся, потому что вытягиваются петли. Так, здесь, чтобы спица не соскочила, чуть-чуть вытяну ее. Так, на спице у нас. И вот она, соседняя. Точно так же вместе провязываем. И сразу же закрываем. И таким вот алгоритмом мы действуем дальше. Снимаем, ищем здесь нужную нам петлю.
Вот она. Провязываем вместе. И сразу же закрываем. Так, что получается? Давайте посмотрим. Вот, с этой стороны не видно. А здесь, получается, у нас закрытые сразу петли. Так, снимаем. Самое сложное тут это найти нужную вот эту изнаночную петлю. Вот, сразу же это подтянулось. Провязываем вместе и закрываем с предыдущей. У меня еще и расслаивается пряжа. Так. Вот, вот такой вот получается подгиб. Следите только за тем, чтобы все это делать в одном ряду. То есть все эти изнаночные петли в одном ряду подхватывать. Вот если вот это наша изнаночная петля, она такая чуть-чуть вытянутая, вот следующая. И вот за вот эти вот в одном ряду, их прекрасно видно, они друг друга так можно проверить, подтянув, и тут сразу она шевелится. Так делаем до конца. Доделали подгиб. Ниточку можно уже обрезать. И вытянуть.
Теперь соединим, сделаем нашу косичку непрерывной. И вот здесь вставляем крючок и вытягиваем сюда нитку. Потом ее можно будет спрятать внутрь подгиба. Вот. После стирки он выровняется, и можно будет еще немножко отпарить. Что сейчас он заворачивается. Так, низ уже доделали мы майки. И теперь можно приступать к обработке горловины и пройм. Итак, начнем нашу обработку с проймы, потом уже горловину будем делать. Для этого нужно взять короткие спицы 2 миллиметра и бросовую нить. Это нужно для того, чтобы знать потом, за какие петельки привязывать подгиб. Значит, берем основную еще нить и будем поднимать петли из проймы. Мы вязали, получается, сверху вниз, а будем поднимать таким образом, как будто бы вязание снизу вверх. То есть вот эти вот дорожки, которые ведут, как будто бы мы вязали вверх. Из них будем вытягивать петли. Чуть-чуть будем отступать от края, чтобы спрятать вот этот краешек в подгиб. И будем под ним вытягивать петли. Давайте вытянем первую петлю. Вот наш ложный шов из изнаночной петли. И не в эту петлю, которая вниз идет, дорожка эта, а рядышком. И чуть-чуть отступаем от края. Вот это будет первая петля. Вот, мы вытянули. И сразу же добавляем бросовую нить. Мы будем ее вот так обвивать. Можно, конечно, использовать спицы, но с ниткой удобнее потом будет вязать, потому что она все-таки мягкая. Так, следующее соседнюю выбираем. Вот. Соседняя с вот этой. То есть принцип похожий, как мы вытягивали на плечевых скосах петли. Просто здесь мы будем еще отступать вот от этого края, чтобы его спрятать. Так, вытянули и сразу же обвиваем. То есть каждый раз нужно будет не забывать в одну сторону всегда перекручивать нить. Чтобы вот эта розовая нитка была вот так вот обвита. Каждая петля должна соответствовать вот этой вот такой перемычке. То есть одинаковое количество должно быть. Так, теперь соседнюю ищем. То есть здесь, где у нас закругление по пройме, здесь мы вытягиваем из каждой петли. Вот. И опять обкрутили с ниткой. Здесь вот, где у нас вот эти вот мы накидами прибавляли, здесь нужно искать, чтобы была полноценная петля. То есть не вот тут вот этот сам край, а чуть ниже. Вот. И вытягиваем тут.
А здесь у нас получается вот эта розовая нитка. Так, и сразу же перекрутили. Так, давайте до конца вот этого участка. И дальше по кромочным я еще покажу, как поднимать. Подняли по закруглению проймы. И теперь переходим на участок, где у нас край, вот этот вот ровный. Здесь у нас мы будем поднимать, получается, 3 петли подняли, одну пропустили. 3 подняли, одну пропустили. Так, и сразу же перекрутили. Не забываем перекручивать. Один. Два. Три. То есть 3 подряд. И одну сейчас пропустим. Вот, одну пропускаем и в следующую. Вот в эту. И с таким шагом поднимаем здесь петли. Получается здесь дорожка кромочных петель и еще одна лицевая дорожка. Такой край у нас останется здесь. И вот в этом, получается, в этой лицевой дорожке мы поднимаем петли. Вот 3 подряд, одну пропускаем и дальше опять 3 подряд. Двигаемся до конца и не забываем обвивать нашу контрастную нитку. Так, набрали все петли по пройме, вот что получается. И напоследок еще раз, нитку эту уже можно обрезать, еще раз мы ее вот так вот оставим, чтобы было еще раз обвитие, потому что чтобы было одинаковое количество у нас этих петель. И теперь вяжем просто лицевой гладью 10 рядов. И дальше уже будем с помощью крючка или, как кому удобно, спицами, будем это все соединять в подгиб. Помним, да, что здесь, где мы делали прибавки, здесь из каждой петли по одной петле, а там, где у нас ровный край, кромочные, здесь 3 вытягиваем подряд и получается 3 ряда подряд и 1 ряд пропускаем. Такой шаг у нас. Даже вот видно, что каждая тройка, она как будто бы отдельно идет. Вот. Вяжем лицевой гладью на спицах номер 2 10 рядов. Провязали 10 рядов плюс тот наборный ряд, который был в самом начале. И теперь берем крючок
И аналогично, как и по низу, будем закрывать наш подгиб. Начнем вот с вот этой, которая была последняя. Снимаем со спицы петлю на крючок и вместе с этой провязываем. И дальше двигаемся так же само, как и по низу, только теперь у нас тут четко видно, за какую петлю нам зацепиться. Провязываем 2 вместе и сразу закрываем. Снимаем со спицы, предварительно ее развернув, чтобы она не была скрещенная. Дальше ищем следующую здесь на ниточке. Можно взять крючок поменьше, чтобы было удобней. 2 вместе и закрываем. И делаем такой вот подгиб по пройме. Дальше потом мы эту ниточку вытянем контрастную. И все. Еще вариант. Можно не крючком, а спицами точно так же делать подгиб. Для этого нужно снять петлю, потом найти нужную на нитке. Потом одеть на спицу, провязать вместе и перекинуть правую петлю на левую. И получится то же самое. Это если неудобно крючком, например. Можно также спицами сделать. Вот такой подгиб получается. Делаем так до конца. Одну пройму и аналогично вторую. По горловине, в принципе, то же самое все. Только здесь немножко другой шаг. Здесь получается, где ровный участок, из каждой поднимаем. Из каждой петли по одной петле. Вот такие вот. Отступаем, понятное дело, краешек. Из каждой петли поднимаем. Здесь, где в каждом ряду мы прибавляли, тоже из каждой петли. А здесь вот этот участок, где в каждом втором прибавке и прямой, такой же шаг. Получается, здесь 3 поднимаем, одну пропускаем, а здесь получается наоборот. 2 подняли и одну дополнительно, потому что здесь у нас вот этих вот больше петелек, чем если считать вот эти лицевые дорожки. Вот. А по спинке тоже из каждой петли. Здесь также самое поднимаем с помощью бросовой нити и вяжем подгиб такой же. Все просто. Доделали обработку, все подгибчики наши. И я уже постирала. Стирала я в стиральной машине на режиме ручная стирка 30 градусов. Можно, конечно, и на 40 постирать, но тогда может полинять. Выстираться цвет или там... Ну, в общем, смотрите, как вам удобнее стирать. Все, вот и все, готова наша майка.
Спасибо вам за внимание, за то, что вязали со мной. Надеюсь, это изделие будет вас радовать. Желаю вам хорошего настроения, добра, мира. Вяжите с удовольствием и увидимся с вами в следующих видео.